Сегодня Орбан написал нежное лирическое письмо Путину, его поздравил. Конечно, на фоне всех остальных это выглядит и странно, и не странно одновременно. Не странно, потому что Венгрия на протяжении 2 лет нашей войны, конечно, больше способствует интересам России, чем Украины и Европы. Но, с другой стороны, ты поздравляешь сущее зло, которому в Европе никто не жмет руку, никто с ним не общается, и, конечно, это абсолютный изгой и военный преступник. И при этом ты, значит, себе это позволяешь. Мне интересно, это действительно такая уверенность в своей безнаказанности, что Трамп победит, и Трамп придет и в будущем защитит Орбана, и они, не знаю, там будут домами на троих дружить. Я, вы знаете, думаю, что там как бы уже и не осталось вариантов. Он обязан это сделать, этот Книксон произвести. Столько бабок загружено в систему, что друг платежом красен, красен, красен. Поэтому даже если бы он хотел съехать с темы, но ему, наверное, не дают, я даже допускаю, что он специально выдержал паузу, чтобы не привлекать внимание. Там, Владимир Владимирович, там. Ну, то есть ему могли даже оттуда сказать, Орбан. О, давай-ка ты не отсиживайся, давай. Могли из Москвы кто-то, так сказать, посол там что-то отправить, письмо, позвонить. Алло, хорошо бы было бы. Мы вчера тебе денег дали, а что ж ты сегодня? О, нехорошо. То есть я думаю, что там именно на таком уровне, конечно, Москва за этим щепетильно следит. Кто поздравляет, кто вот денег получил, а не поздравляет. Ну вот. Даже Лулу поздравил. Лулу президент Бразилии. Ну вот казалось, ну где Лулу, а где Путин? Где Бразилия, где Россия? А нет же. Если бабла отстегнули, дружок, будешь ползать, будешь нюхать, будешь делать все. Воткнут опять. Лулу это вообще удивительная фигура, его за коррупцию осудили. Он же был же уже президентом, социалистом. Ну, весь набор такой, знаете, профсоюзничек. Нравятся они нам. Вот. Ну, просто как бы это круг людей, которые либо идейно, а в конечном итоге конвертационно с точки зрения денег, то есть идеи, деньги, идеи, поди разбери где. Северная Корея, понятно, почему поздравляет, правильно? Мы же не удивляемся, или Иран. А вот почему поздравляет Лулу и Орбан, мы тоже понимаем. Там идеи нет, там просто бабки. Поэтому, ну, тут в данном случае никаких вариантов не оставляют. И для него опасность отношений с Путиным значительнее, нежели риски, которые возникают от реакции его коллег по Евросоюзу, вообще западных стран и так далее. Видимо, там что-то очень крепкое. Потому что ему было бы просто отмолчаться, просто помолчать. Потому что, да, Запад ведет себя нерешительно, как я и прогнозировал, я это много раз говорил, признают легитимный, нелегитимный выбор. Помните, вот мы обсуждали. Я же общался и с советником Макрона, и с МИДом. Ну, вместе мы ходили тут с Гуриевым, с Гудковым старшим, Гудковым младшим, там, Иван Тюторин, там ряд других, мы ходили в разные, нас приглашают ведомства. И нам говорили, что, вы знаете, ну вот как бы, конечно, все знают, что никаких выборов в России нет, что ничего там вообще нет. Да все это мы знаем. Что мы, говорит, знаем. Но, с другой стороны, вот так открыто не признавать его президентом, ну, как-то, а как мы переговоры с ним будем вести? Оттуда все, 5-20. Вот сейчас мы уже слышим, что американская сторона на совещании «семерки» сама инициировала то, что не надо делать заявление. Причем, ну, Госдеп, понятно, там, ну, поручил президент Байден и так далее. Не будем делать заявление о нелегитимности президента Путина. Почему? Ну, казалось, просто помолчим. Вот они отмалчиваются. А что, никаких официальных заявлений нет? Они его не поздравляют, я согласен. Ну и как бы и других заявлений звучит. И на этом фоне Орбан не так страшно для него сказать, да не, я его поздравлю, подбегу, там, скажу, Владимир Владимирович, конечно. Подождите, когда там его поздравляют Хамас и хуситы, то как бы скажи Согласен. мне, кто твой друг. Не, а тут сомнений нет. Но если Хамас и хуситы, да, там и бабки, но там и некое идейное родство, в том смысле, что это, ну, понятно, что из себя Хамас представляет. Ну, что мы, как дети. Или там хуситы, да. А когда это же самое делает страна, ну, в общем, Венгрия, несмотря ни на что, она остается страной, ну, политической демократии и частью западной системы, когда это делает, да, то тут другое, тут просто бабки. Ну, а какой мотив-то еще у Орбана? Он что, любит Путина, что ли? Или что? Ну, или как? Или мадьяры вдруг стали русскими? Ну, вот, ну, мне просто интересно. Кстати, я напомню, что мадьяры – это угрофины. Вот, относятся к этой группе этнической и культурной. Поэтому нужно понимать, с чего. Ну, какие еще? Ну, коррупшн. Коррупшн и все, больше ничего.